Мы собрали для вас ответы всех турецких актеров на один и тот же вопрос, который задавал ведущий Аназ Бухаш в программе AB Talks. Хотя интервью проходили в разное время, вопрос был один: что такое любовь? И каждый актер отвечает по-своему. Это разные истории и взгляды, объединенные одним ведущим и одной программой. Интервью с Неслихан Атагюль вышло на канале AB Talks в июле прошлого года. Актриса дала очень развернутый и конкретный ответ на вопрос о любви. Представляем слова Неслихан о том, что такое любовь. Я считаю, что было бы очень несправедливо сводить любовь лишь к одному человеку. Мне кажется, что невозможно ограничить понятие любви только одной личностью. Это было бы несправедливо по отношению к самой любви. Потому что любовь, на мой взгляд, это не только чувство, направленное на кого-то одного. Любовь приносит вдохновение. Любовь дарит воодушевление. Любовь рождает волнение. Любовь пробуждает любопытство. Любовь несет в себе страсть, но вместе с любовью приходит и грусть. С любовью появляется желание исследовать мир. С любовью расширяются горизонты. С любовью хочется путешествовать, смеяться, гулять. И все эти чувства можно переживать с разными людьми. Конечно, с человеком, с которым я делю свою жизнь, я переживаю нечто совершенно особенное. Кадр и я на одной волне. Мне невероятно повезло, что мы понимаем друг друга так глубоко. Но что для меня значит любовь? Для меня это значит все. Любовь – это все. И я верю, что любви можно научиться. Ее можно передавать, ею можно делиться. Опираясь на свой брак, могу сказать, что для меня главным является понимание в любви. Еще больше не просто понимание, а желание понять. Когда ты по-настоящему любишь, ты делаешь все ради любви, не ожидая ничего взамен. И это касается не только счастливого и здорового брака. Представьте две руки, которые двигаются отдельно и не ощущают друг друга на расстоянии. Но когда они сближаются, начинают ощущать тепло и дыхание друг друга. Иногда слишком близкое соприкосновение может быть неудобным, но в итоге у вас это получается. Все, через что вы проходите, приводит к этому, если проявить терпение. Во всех моих отношениях это стало моим ориентиром. Я стараюсь избегать любой неопределенности, ситуации, когда мы не можем говорить друг с другом или когда есть недоверие с моей стороны или со стороны партнера. Я хочу выражать себя открыто и чтобы другой человек делал то же самое, любить без осуждения. Это касается всех вокруг меня, любого, кто соприкасается с моей жизнью. Я считаю это невероятно важным и по-настоящему ценным. Я не ограничиваю это только браком. На мой взгляд, брак стоит вынести за скобки. И как я уже говорила, я не хочу сводить все лишь к кадыру. В целом мое убеждение такое: нет ничего непростительного в любви. Есть прощение себя, есть прощение другого человека. Жизнь не всегда черно-белая. Люди любят думать, что все делится на да или нет, но чаще всего это оттенки серого, отметила Неслихан. Интервью с Мерьем Юзерли вышло на канале AB Talks в июне этого года. Актриса удивила ведущего своими искренними и честными ответами. Представляем слова Мерьем о том, что такое любовь. Любовь к детям, любовь к семье и друзьям и любовь между мужчиной и женщиной – это все разные проявления любви. Начну с самой естественной, самой природной любви на земле – любви к своим детям. Это самая безусловная, самая самоотверженная любовь, ради которой ты готов в одно мгновение отдать все, лишь бы они были в безопасности. Ради кого еще мы способны на это? Это очень естественная, биологическая, искренняя любовь, и я не могу сравнить ее ни с какой другой, по крайней мере в моем мире. Любовь к родителям и друзьям – это любовь, на которую можно положиться. Все, что ты вкладываешь в нее, возвращается. Конечно, эмоционально и ментально это работает и с любовью к детям. Все, что вкладываешь, со временем возвращается. Но если разделить немного, то с семьей и друзьями я могу быть полностью собой, быть уязвимой и полностью принятой такой, какая я есть, честной на 100%. С детьми это точно так же. Они знают меня на 100%, возможно, даже лучше, чем я знаю себя. Когда речь идет о любви между мужчиной и женщиной, то сейчас я одна и нахожусь в поиске того, кто и что мне действительно нужно. Я размышляю, анализирую, работаю над собой, чего я действительно хочу и что могу дать. Я также пересматриваю свой банк данных, все знания, опыт и связи, которые накопила до сих пор. Любовь между мужчиной и женщиной, как и в семье и дружбе, означает быть полностью уязвимой, не бояться этого и не бояться, что кто-то уйдет из-за твоей уязвимости.
Это значит быть собой на 100% в радостные и трудные моменты, не опасаясь, что тебя будут осуждать. Я имею в виду человека перед собой, чтобы можно было вести непростые разговоры, не боясь, что кто-то уйдет или что я уйду сама только из-за трудностей. Я абсолютно убеждена, что такая любовь существует, и что существует человек, способный на такую любовь. Для меня это важно, и я молюсь об этом, потому что знаю, что такой человек есть. Но я все еще одна, потому что думаю, пока не готова прожить это полностью. Сейчас я нахожусь именно на этом пути, понимаю, чего я хочу и что могу дать. Самое главное — быть собой, без страха, и иметь смелость это показать. Иначе настоящей связи, которая меня интересует, не будет. У меня уже были отношения, но это не то, чего я ищу сейчас. То, чего я сейчас хочу, отличается. Однако стремление к чему-то и готовность к этому — это разные вещи. Я нахожусь на стадии стремления, а готова ли я, пока не знаю, отметила Мириам Юзерли. Интервью с Özcanом Deniz'ом вышло на канале AB Talks в июле этого года. Актер впервые откровенно рассказал о всех своих переживаниях. Представляем слова Özcan'a о том, что такое любовь. То, что я сейчас переживаю, то, что я сейчас чувствую, почти невозможно описать таким узким словом, как любовь. Это нечто гораздо более глубокое. Иногда происходят события, которым нельзя дать название. Ты испытываешь что-то впервые, и тебя спрашивают, что ты сейчас чувствуешь, а ты не можешь объяснить. Ты пытаешься выразить это простыми словами вроде «я будто лечу» или «у меня бабочки в животе». Все это очень поверхностные выражения, которые на самом деле ничего не передают. Они не способны описать то, что я переживаю сейчас. Представьте себе марафон длиной в 50 лет, изнурительный, серьезный, на пределе скорости и сил. И теперь человек начинает задаваться вопросами: зачем я все это делал? Почему бежал так долго? Почему преодолевал столько кризисов, рисковал, платил такую цену за жизнь? И вдруг два человека дают ему ответ. В моем случае это моя жена и мой сын. Они говорят: ради нас. Они говорят: вот для чего все это было. Мы шли к тебе, а ты бежал навстречу нам. И это дало невероятное облегчение. Стало по-настоящему хорошо. Знаете, когда долго лежишь на одном боку и тело затекает, а потом переворачиваешься на другой, чувствуешь облегчение. Вот так со мной произошло. Они как будто перевернули меня, и это принесло огромное чувство свободы и сил. Сейчас я сталкиваюсь с невероятно абсурдными вещами, и без них, возможно, у меня не было бы такой стойкости. Сегодня я гораздо более выносливый, чем старый Özcan, сильнее, более открытый. Мой ум стал шире. Например, моя продуктивность сейчас на уровне, которого я никогда не достигал. То, как я интерпретирую события, как реагирую на них, это совершенно новый уровень. И моя жена и ребенок сыграли в этом огромную роль. Поэтому я не могу уложить все это в маленькое слово «любовь». Это нечто большее и более интенсивное. Иногда я думаю, не каждое чувство обязательно должно иметь свое название, и даже не нужно пытаться. Пусть это останется чем-то странным, необычным, отмечает Özcan Deniz. Интервью с Бораном Кузумом вышло на канале AB Talks в июле прошлого года. Представляем слова Борана о том, что такое любовь. Если говорить о любви между партнерами, то для меня сейчас это уже не про то, чтобы просто жить с кем-то, а про то, чтобы делить свою жизнь с кем-то. Любовь вовлекает тебя в этот процесс совместной жизни. Будучи единственным ребенком в семье и начав работать с самого раннего возраста, я не имел возможности построить по-настоящему здоровые и полноценные отношения. Все мои прежние отношения были очень короткими, и я чувствовал, что должен принимать решения в одиночку. В то время я не мог делиться своими мыслями о работе с кем-то, потому что считал, я должен контролировать свою жизнь сам, и я не могу вовлекать в это другого человека. Сейчас же я пришел к состоянию, когда готов делиться этим с кем-то, и это для меня означает любовь, отметил Боран. Интервью с Керемом Бюрсином вышло на канале AB Talks в августе этого года. Актер давал развернутые и очень детальные ответы на каждый вопрос. Представляем слова Керема о том, что такое любовь. Я думаю, что у любви не может быть одного единственного определения. Ни для меня, ни для кого-то еще. С этой точки зрения любовь звучит как банальность с открытки. Но, на мой взгляд, любовь – это нечто текучее и изменчивое, а все текучее может принимать самые разные формы. И я думаю, в этом греки были правы, когда говорили о разных видах любви.
Потому что если сказать «для меня любовь– это вот это», значит я буду ждать именно этого и только этого от разных людей. Но это же совершенно несправедливо. Так никогда не станешь счастливым и, возможно, никогда не сможешь по-настоящему полюбить, ведь того, что ищешь, просто не существует. А иногда ты думаешь, что нашел, а оказывается это токсичное чувство, потому что сам создаешь иллюзию, и это не работает. Но я считаю, что любовь – это огромная удача. Не думаю, что все в жизни действительно влюблялись, и в этом, пожалуй, главная проблема. Мы привыкли думать, будто у всех есть эта способность, но, на мой взгляд, если повезет, встретишь ее, а если нет, значит карты легли так, и ты просто не из тех счастливчиков. Допустим, человек, который родился в плохой семье, это не его вина, у него нет контроля над этим. Любовь во многом похожа на такие обстоятельства. Сейчас я говорю именно о романтической любви. Конечно, есть и другие ее формы. Но мне кажется, что именно образ романтической любви нам с детства навязывали в очень токсичном виде, через фильмы, сериалы, рекламу, и результат налицо. Ведь если посмотреть на график любви современного общества, уровень разводов огромный, уровень домашнего насилия тоже. Разве это любовь? Все женаты, у всех семьи, дети. Но если это и есть любовь, значит мы потерпели поражение. Тогда что же такое любовь на самом деле? На мой взгляд, любовь – это чувство, которое разрушает эго, снимает все маски, делает тебя настоящим. Это когда ты невероятно счастлив без всякой причины. Когда смотришь в небо и вдруг плачешь от счастья, не понимая почему. Когда видишь в рекламе собаку, которая лижет лицо мальчика, и слезы текут ручьем. Потому что внутри столько радости, что она не помещается. Вот это, я думаю, и есть любовь, отметил Керем. Интервью с Ханде Рачель вышло на канале AB Talks в июле этого года. Впервые за долгое время актриса решилась так откровенно показать свои настоящие чувства зрителям. Представляем слова Ханде о том, что такое любовь. «Я человек, который умеет глубоко любить. Например, я люблю свою племянницу Мави, своих 3 собак, друзей, человека, с которым у меня отношения. Любовь – это наивысшее чувство, которое я могу испытать. Оно охватывает все. Это нечто, что превосходит все остальные эмоции, то, что наполняет и расширяет мое сердце», – коротко отметила Ханде. Мы рассказали вам ответы турецких актеров на один и тот же вопрос про любовь в программе AB Talks. Какой ответ вам понравился больше всего? Пишите в комментариях. Также на нашем канале вы можете найти интервью Керема и Ханде для программы AB Talks. Спасибо за просмотр.